маленьком городке, где все друг друга знали, два байкера, Джонни и Тони, вели свое привычное дело, вымогали деньги у местных жителей. Они часто заставляли людей платить за защиту или просто отбирали деньги у тех, кто не мог им отказать. В этот раз они заметили 14-летнего мальчика по имени Том, который шел домой после школы. Парень был тихим и не любил создавать проблемы, но, как оказалось, это не спасло его от нападок байкеров. Подъехав к нему на мотоцикле, Джонни и Тони начали угрожать ему, требуя деньги. Том, не растерявшись, отказался. Он был уверен, что не должен платить этим людям. Байкеры попытались запугать его, но парень не испугался и, не говоря лишнего, достал телефон. На том конце провода был его отец Джек, старший агент ФБР. Услышав, что с его сыном пытаются разобраться два грубых байкера, Джек быстро принял решение. Он не стал терять время и, не вдаваясь в подробности, собрал команду агентов. Через несколько минут они уже подъехали к парку, где стояли байкеры. Джек вышел первым, и его присутствие сразу заставило Джонни и Тони насторожиться. Они не ожидали, что их могут арестовать, особенно за что-то столь банальное, как вымогательство. Байкеры даже не успели понять, что происходит, как их окружили агенты, и на руки были надеты наручники. Они пытались сопротивляться, но все попытки оказались безуспешными. Понимание пришло поздно, они связались с не тем парнем. Том стоял в стороне, чувствуя, как напряжение постепенно уходит. Он не искал конфликт с байкерами, он просто хотел спокойно вернуться домой. Но когда они сами решили создать проблему, он понял, что нельзя позволить им сделать это. Он не хотел с ними спорить, но также знал, что такие вещи нельзя оставлять без внимания. И благодаря своему отцу Том осознал, что бывают люди, которые способны решить проблемы быстро и эффективно, не прибегая к насилию. Это было настоящее облегчение знать, что есть кто-то, кто может защитить и разобраться в ситуации. Он наблюдал, как байкеры отчаянно пытались оправдаться, когда их арестовывали, и понимал, что теперь они сильно пожалели о своем решении. Они не ожидали, что столкнутся с такими последствиями. Но для Тома было очевидно, когда ты на стороне справедливости, с такими людьми не будет никаких проблем. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.